Всем привет, с вами Дэн, и у нас горячая новиночка этого года — Hamilton обновленная линейка Hockey Field King Date. Так, собственно, здесь у нас гарантия, ну и коробочка, а здесь синяя версия на коричневом ремешке, такая прям самая, как мне кажется, классическая, ну, наверное, кроме черной. И вот это вот узнаваемая большая дата и день недели у отметки 12 часов. Гармонично, красиво. И вот такое расположение я, конечно же, приветствую. Для меня Hockey Field — это линейка, да, это особые часы, потому что это были первые мои такие сознательные швейцарские часы. Ну, без версии с днем недели, просто с датой. Ну и, собственно, как видим, узнаваемая модель, все черты здесь присутствуют, дата, день недели, циферблат, стрелки вот эти классические, да, такие крупные мячи от Hamilton, длинная секундная стрелка с наконечником, шикарная читаемость. И единственное, что поменялось, это добавились множество разных цветов, и зеленый, и черный, вот, и синий, и браслет есть меж теперь браслет, что, на мой взгляд, крайне странно для такого плана часов. Ну да ладно, мода, да, ремешок и на обычном браслете, да. На мой взгляд, к такого плана часов подходит только, собственно, ремень. Браслет можно выбирать типа Ойстер, да, но, наверное, все-таки полевые часы, к ним должен быть ремешочек. А дальше ремешочек можно уже заменить, например, на какой-нибудь там что-нибудь тканевое. Да? Здесь в базе, естественно, кожаный ремень. И по циферблату что скорректировалось? Он стал более лаконичным. То есть убрали все украшательства с циферблата. Кому-то это нравится больше, кому-то меньше. На мой взгляд, свежей модель выглядит. И мне нравится вот такая более простая стилистика. При этом, как видите, здесь все равно много таких элементов шика осталось, несмотря на то, что это, в общем, такие полевые часы. Ну, понятно, полевые с точки зрения визуализации и стилизации. Сейчас это важный момент, потому что многие люди до сих пор почему-то не понимают, что есть пилоты, да, есть полевые, есть дайверы, и, собственно, их можно носить каждый день и в офис, там, на работу и куда угодно, а люди думают, что, ну, дайверы, значит, надо в них нырять, а полевые, значит, надо в пуль идти, вот, и пилоты, значит, только должны летать на истребителях. Ну, конечно же, нет, конечно же, нет. Ну, ладно, отвлекся немножко, давайте по характеристикам. Значит, здесь внутри калибр H40, 80 часов запас хода, пружина баланса невахрон, антимагнитная. Ну, собственно, новый, модный, современный калибр от Hamilton. И отлично, что в этой версии стоит также вот этот калибр на 80 часов. Потому что, наверное, самый популярный у них калибр и самый удобный с точки зрения такого классического покупателя. По корпусу здесь 40 мм, толщина 11,8. Давайте посмотрим, что у нас тут получается. Да, 40 мм, толщина, стекло чуть возвышается. 12 я насчитал, ну, возможно, они считают, может быть, без стекла. Ну, собственно, не так критично. По ремешку 20. Так что, если что, можно будет ставить сторонние. И от ушка до ушка 49,4. Ушки достаточно длинные, ушки достаточно мощные. Но при этом мне нравится, что ширина ранта, она соответствует ширине ушек. И поэтому такая гармония у нас по корпусу присутствует. Мое запястье 18,5. Ну, собственно, вот, да, у нас, несмотря на то, что часы 40 мм, казалось бы, небольшие, но толстый мощный рант, толстые ушки, длинные ушки, они эту модель визуально делают более серьезной, такой более солидной. Я, честно говоря, когда первый раз их примерил, мне подумалось, что здесь 42. Но нет, на самом деле 40. Но учитывайте, на среднее, на крупное запястье будет в самый раз вот такая версия. Значит, сапфир с внутренним антибликом, 100 метров водозащиты, стальной корпус 316L, суперлюминово на метках и стрелках, кожаный ремешок в базе, нет системы быстрой замены. И, кстати говоря, очень жаль, потому что, ну, такие часы прям это магнит для разных ремешков. Хотелось бы уже видеть у Хамильтона все-таки систему быстрой замены. Ремешок здесь стандартный, практически не меняется вот эта стилистика ремней у Hamilton. Они с приятной прострочкой. Здесь хорошая такая классная застежка, но они жестковатые в месте крепления к ушкам. Их нужно долго разнашивать. И по личному опыту скажу, что на мое запястье они не садятся, у кого-то садятся, у кого-то нет. Поэтому это вот такая особенность. Да? По цене 650 франков официальный ритейл, в долларах это примерно 820 долларов.
Давайте посмотрим, что по весу получается у нашего полевичка. 77,8, 78 грамм. Ну, в принципе, на каждый день вполне себе такие часы подойдут. Как видите, здесь даже такой, я бы сказал, градиентик проглядывает, потому что цвет меняется. Да? Ну, даже, наверное, не градиент, больше какой некий хамелеон, потому что от черного в темно-синий циферблат меняет в зависимости от угла освещения свой оттенок. Приятно, красиво, особенно когда солнце светит на эту модель, то прям душа радуется. Симпатичный циферблат. Конечно, стилистика здесь полевых часов вообще не соблюдается, потому что по классике должны быть матовый циферблат, ну а здесь у нас все блестит, переливается красиво. Ну, что поделать, современное веяние, да, все производители стараются сделать более такими насыщенными циферблаты. Давайте посмотрим, что у нас корпус сатинирования, основная часть и верхняя часть ушек, и по корпусу только ранто-зеркальная полировка и сочетается как раз таки со стрелочками. Ну и задняя часть здесь тоже все сатинированное. Приятные грани, приятно здесь все сделано, особенно с учетом цены. И такая, знаете, вот такой хороший, крепкий, уверенный середнячок. То есть он хорошо сделан, у него хорошие характеристики, у него отличная цена. И при этом эти часы вполне себе универсальные. Да еще и есть прям красиво. Мне нравится на самом деле, когда день недели вот сделан именно так. Это прям вот, ой, это классно. Ну что, по отделке у этой линейки, как всегда, все очень даже приятно. Мне кажется, даже чуточку получше стал сделан циферблат. Но может, я просто давно не видел именно модель Hockeyfield King Date. Потому что младшие Хамильтоны обычно не очень хорошо сделаны. А вот те, которые в середине по ценовому позиционированию, у них всегда было все достаточно приятно с учетом своей цены. Ну, смотрите, сатинирование здесь, ну, окей, вполне себе такое приятненькое. На задней крышке, честно говоря, предпочел бы посмотреть на какую-нибудь интересную гравировку. Ну, здесь предпочли сделать просто вот кастомный такой ротор у Хамильтона. И, в принципе, на этом все. Ну что, напишите, как вам обновление этой линейки. На мой взгляд, она стала посвежей. Стала полаконичней. И, как по мне, так это неплохо. На этом у меня все. Всем пока, с вами был Дэн, конечно же. Увидимся.